Друзья, привет! Сегодня очередной выпуск с Праги. И сегодня мы поговорим на важную тему, это плюсы и минусы для жизни в Праге для туристов. Почему именно такая тема? Потому что очень часто от туристов я слышал какие-то плюсы проживания в Праге, какие-то минусы. И сегодня я вам озвучу топ-5 плюсов и топ-5 минусов. Вы готовы? Поехали! Самый первый плюс, о котором я хочу поговорить, это безопасность. Его отмечают практически все туристы, которые приезжали в Прагу. Что интересно, что действительно город Прага безопасный. По центру города разбросано около 2000 камер, которые в автоматическом режиме отслеживают все правонарушения. То есть не обязательно, чтобы преступление увидел полицейский, достаточно, чтобы оно попало на камеру. Что касается окраин, то не всегда там безопасно, но тем не менее нет каких-то вопиющих случаев. Что также интересно, что буквально год или два назад полиция Чехии даже хотела сократить 15% сотрудников, потому что не было столько правонарушений. То есть я думаю, это о многом говорит. Второй плюс, который находится в моем рейтинге, это общественный транспорт. То есть сеть общественного транспорта разбросана по всему городу Прага. Она интегрированная, то есть можно как пересесть с метро в трамвай, с трамвая в автобус, с автобуса на фуникулер. Это все по единому билету. Соответственно, про билеты я много раз вам рассказывал. Если интересно, как их купить, можете посмотреть вот здесь по этому видео. Но опять же, всегда помните, билеты надо покупать. Иначе вы можете встретиться с контролером, который может вас оштрафовать на 800 крон. Также некоторые из вас отмечали чистоту города Прага. То есть действительно город чистый. Обычно все успевают убрать за ночь, потому что иногда под вечер те или иные туристы оставляют на улицах бутылки, мусор и многое другое. Поэтому за ночь все это убирают, и, соответственно, город Прага превращается обратно в чистую, красивую изюминку Центральной Европы. Один из самых главных плюсов, и, наверное, он самый главный, который притягивает сюда туристов, это архитектура. Вот сейчас прохожу по маленьким красивеньким улочкам, которые ведут меня в центр старого города, Староместскую площадь. Ну и действительно, в Праге есть что делать. Каждый сезон, то есть лето, зима, осень, весна, на все праздники, то есть приезжаете, красота города просто опьяняет, поражает и радует. Ну и пятый плюс, который для меня является, наверное, самым главным, это Прага как место начала всех ваших путешествий. То есть очень часто в город Прагу приезжают люди, которые потом посещают Германию, Австрию, Польшу, многие другие страны. Потому что с Праги это сделать довольно-таки просто. Огромное количество летает самолетов, лоукостеров. Дороги, нет границ, соответственно, одно удовольствие путешествовать. И сейчас мы с вами поговорили о плюсах для размещения в городе Прага. А сейчас мы поговорим с вами о минусах. Один из минусов, который практически каждый из вас упоминал, это у нас был как раз следующий пункт, это брусчатка. И если вы видите, мы, гуляя по городу, всегда передвигаемся по брусчатке. Если вы передвигаетесь в неудобной обуви, или девушки, допустим, на каблуках, то прогулка по Праге покажется вам сущим адом. Поэтому помните, в Праге всегда нужна удобная обувь. Второй минус, и он также часто обговариваемый на всех форумах, это обменники. То есть, надеюсь, вы уже все знаете, что деньги надо менять только у арабов. Во всех других случаях, то есть с рук или же у европейцев, приведет вас к тому, что вы заплатите огромную комиссию. Если вы еще не видели мое видео об обменниках, можете посмотреть его здесь. На третьем месте минусов в Праге это, наверное, парковка. То есть, если вы приехали на машине и у вас иностранная регистрация, то это огромная проблема запарковать автомобиль в центре города. Поэтому помните, перед тем, как ехать, обязательно надо найти парковку. Лучше, конечно же, брать отель или апартаменты с парковкой. Если не получилось, то заранее найдите место, где вы ее будете парковать, иначе огромные штрафы. Четвертый минус, и он, наверное, один из самых распространенных, это сервис. Уровень обслуживания в барах, ресторанах и других местах, которые посещают туристы. То есть часто вас могут долго обслуживать, иногда могут нахамить или что-то подобное. Это, конечно же, неприятно, но помните, так поступать не во всех ресторанах. Просто, видимо, мы попали
какое-то именно туристическое место. Ну и на пятом месте в моем списке, конечно же, идет цены. То есть уровень цен в центре, вообще в Праге, особенно в центральных частях, очень все дорого. Но это опять же только для туристов. То есть если отъехать от центра 10-15 минут на трамвае или на автобусе, то вы можете найти абсолютно нормальные бары, рестораны, в которых будут абсолютно нормальные цены. Ну и, конечно же, центр, он на то и центр, чтобы иногда, как сказать, обманывать туристов. Так будет, наверное, правильнее. Поэтому помните, надеюсь, вам понравится это видео. Вы поймете все плюсы и минусы размещения в Праге. Ну и подписывайтесь, пишите комментарии, они очень полезны. Ставьте лайки. Ну и, пожалуйста, досматривайте видео до конца. Это помогает продвижению. Пока!